Приветствую пилоты, граждане и таланты. С вами Проток, и это мини-обзор фракций Чунгсу, Интегр и Метакорп. Vancouver City DLC version 1.16 for Civilization Beyond Earth. Сейчас мы в главном меню нажимаем клавишу F1. Это открывает нам быстрый доступ к даталинкам, местной базе данных. Переходим к профилям фракций. Начнем с Чунгсу. Довольно интересная у них биография, как у фракции. В меньшей степени прослеживаются агрессивные черты и в большей степени упорство в самосовершенствовании. Первый блок черт фракции объединен непереводимым названием Жеог Уи. Мне лично слышится какой-то французский оттенок здесь. Жеог Уи. Дает по агенту на каждый уровень, увеличивает получаемую науку за успешные операции, а также увеличивает торговые бонусы, получаемые от торговли со станциями на 30%. Следующий блок черт — это тренировочная программа. В повествовании Чунгсу делается акцент на особую программу обучения, и здесь это выражается в следующих чертах. Морские базы получают плюс 30 очков здоровья. Враги, приблизившиеся вплотную к сухопутным базам, получают 10 единиц повреждений от усталости. Штаб-квартира получает плюс 30 культуры. Следующий блок черт — это подводное базирование. Смысловое происхождение также очевидно из описания фракции. Пенальти. Колонисты и рабочие стоят на 50% дороже. Создание орбитальных юнитов на 10% дороже, стоимость передвижения морских баз на 20% дороже. Такая подборка пенальти, возможно, в будущем увеличится. Перейдем к заметкам по Хутама Метакорпорис. У нее занятная история, там описаны трудности, с которыми они столкнулись. На данный момент я сохранил Хутаму в названии, чтобы придать оттенок фамильного наследия. Каким, например, ощущается Morgan Industries из Центавры, или JP Morgan, или Coopers Lybrand в нашем мире. В будущем, вполне вероятно, я сокращу название до Метакорп, потому что история происхождения не требует фамильной персонификации в данном случае. Итак, перки. Общая связь. Здесь я уменьшил количество получаемых бесплатных слотов и вместе с этим снизил порог получения нового слота до 90, 80, 70% соответственно требуемого населения. На первом уровне только штаб получает дополнительный слот, на втором уровне морские базы, на третьем все базы получают по слоту. Торговые пути из морских баз получают плюс 1 пищи и плюс 2 энергии. Торговые пути из сухопутных баз получают 2 пищи и 1 энергию. Дополняет торговые бонусы и эффект на плюс 7 защиты к базе за каждый активный торговый маршрут. Следующий блок перков — это деловой опыт. В нем находится отсылка к происхождению фракции, а именно к опыту сухой агрокультуры и аквакультуре. Если мы посмотрим на географию происхождения фракции, то заметим, что после затопления островов единственное свободное пространство рядом с ними — это Австралия, а она в свою очередь представляет собой по большей части пустыню, поэтому совершенствование сухой агрокультуры выглядит вполне закономерным следствием. Выглядит также вполне оправданно и их технологическое превосходство в разведении морских видов в садках в открытых водоемах. Отсюда плюс 1 пищи с клеток с пустыней, плюс 1 пищи и плюс 1 энергии с улучшений на воде, а именно улучшение дна и улучшение рыбных ферм. В дополнение к этому идет возможность запускать торговые маршруты еще до возведения торгового депо в базе. Это уникальная черта, и, возможно, она потребует коррекции в будущем. Блок «Престиж», которым так и веет от деловых предложений Хутамы и его цветовой гаммы фракции. Содержание дорог дороже на 20%, стоимость торговых юнитов 150%, минус 10% науки, минус 20% культуры и 1 торговый юнит при приземлении. В целом идея в том, чтобы сделать манипуляции с торговыми маршрутами интереснее и доступнее для метакорпов.
Переходим к фракции Интегр во главе с Леной Эбнер. Красиво так в биографии у нее все описано. Она и эколог, она и технолог, и политик. Универсальный человек прямо. Явных агрессивных черт в биографии нет. Что по перкам? Первая группа — это категорический императив. Соглашения стоят на 50-70% влияния дешевле. Покупка юнитов за влияние дешевле на 25-55%. Это очень чувствительные вещи в мидгейме, в лейтгейме. Блок Recycling of Recyclables. На английском звучит как тавтология, а на русском вполне ясно переработка вторсырья, вполне обыкновенная фраза. Перки, значит, такие у нее. Содержание юнитов на 10% дешевле. Содержание сооружений в морских базах на 20% дешевле. И плюс 10 влияния во всех базах. Группа перков «Экология». Здесь название я еще скорректирую, скорее всего. Уникальная черта. Рабочие могут высаживать местный лес сразу на старте игры без изучения необходимой технологии. Это может дать довольно значимое преимущество, если с умом им воспользоваться. Ресурсы челония, ракушки, хитин, резилин получают +1 науки. Это в контексте природоохранных тенденций фракции. Стоимость передвижения морских баз увеличена на 15%. Секретные проекты дают на 3 меньше влияния, то есть только 2 влияния. Еще в качестве пенальти негативное отношение инопланетян восстанавливается на 50% медленнее, то есть в 2 раза медленнее. Такими получились фракции Анкор Кита, в большей степени отождествляемые с их чертами, а не с персонами лидеров. В целом я доволен, и можно двигаться к следующим фракциям. Это видео выпущено при поддержке пилотов, граждан и талантов на Бусти и Патреоне, а именно Мигью, Кайл, Этьен, Майкерс, Маркус Лоджес, Паранотик, Майкл Макентайр, Ян Джей Александр, Сандро СЛПК, Юни Эрмит, Фрэнк Фиалдеир, Блэк Дог, Ресвер СС, Николай Коробков, Курт Митчелл, Canon D75, Юра Полуян и Владислав Стрелец. Благодарю вас за поддержку и be alive a long time. It is every citizen's final duty to go into the tanks and become one with all the people. Chairman Shen Jian, Ethics for